Друзья, всем огромнейший привет, с вами Лада, и в этом видео хочу немного поговорить о трубочках. В последнее время ко мне поступает очень-очень много вопросов о том, как у меня получаются такие пластичные гибкие трубочки при плетении, что я с ними делаю, есть ли какой-то секрет, и пользуюсь ли я нашумевшим способом пластификации трубочек от Ольги Рыжковой, который заключается в том, чтобы покрыть трубочки лаком, потом их высушить феном, и вот так они становятся очень-очень пластичные, гибкие, очень хорошо ими плести узоры всякие, загибки делать и так далее, и так далее. Скажу сразу, что таким методом я не пользуюсь пока на сегодняшний день. Возможно, в будущем, когда я почувствую, что вот такой вот пластичности моих трубочек не хватает, я, возможно, и попробую метод Ольги Рыжковой, но пока я вижу, что в этом нет необходимости лично для моих трубочек. На сегодняшний день единственное, что я делаю с трубочками, это их немного подготавливаю перед самим плетением, то есть вечером приблизительно я их окрашиваю, причем окрашиваю их не с помощью кисточки, как я показывала в своих видео, а с помощью погружения в сам красящий раствор. Тем самым трубочки у меня намокают не только сверху, но и изнутри. Оставляю их на ночь сушиться и утром уже приступаю к плетению самого изделия. Но из-за того, что эти трубочки остаются внутри слегка увлажненными, из них очень комфортно становится плести, то есть они не ломаются на сгибах, они очень хорошо складываются, и очень хорошо из них делать какие-либо узоры или загибки. Когда эти трубочки высыхают окончательно или пока я из них не собираюсь плести, я их убираю вот в такой полиэтиленовый пакет, то есть уже полностью сухие трубочки. И когда уже из них я собираюсь что-либо плести потом, я их просто увлажняю из пульверизатора простой водой. Совсем недавно еще для себя узнала один интересный и легкий способ для увлажнения трубочек, чтобы они были еще более мягкими и податливыми при плетении. Спасибо девочкам-рукодельницам, что поделились им. Способ заключается в следующем. Берем обычную воду, из-под крана можно слегка тепленькую, и добавляем в эту воду либо ополаскиватель для белья, либо бальзам для волос. На самом деле свойства они дают одинаковые. У меня ополаскивателя нет, я возьму бальзам для волос. На пол-литра воды добавляю где-то чайную ложку самого бальзама, ну можно чуть-чуть побольше. Чайную ложку с горкой. Теперь закрываю все это дело и очень хорошо размешаю. А то, что вода слегка теплая, это помогает очень хорошо размешаться самому бальзаму или ополаскивателю. И вот этим вот раствором теперь я просто смачиваю трубочки. Вот таким вот образом смочила. Тоже я делаю и вот с такими вот неокрашенными трубочками. Хочу вам показать, как они будут себя вести при окрашивании. Тоже их смочу. Кстати, этот раствор можно добавлять и в красящий раствор, например, в морилку тоже можно добавлять немного бальзама или ополаскивателя. Ну, это кому как удобно. Вот я сейчас покажу вот такой вот вариант. А то, что бальзам пахнет, на самом деле не бойтесь, потому что потом трубочки высыхают, и вот этот запах отдушки бальзама или ополаскивателя, он пропадает через какое-то время. Трубочки слегка подсохли, а на ощупь они получаются очень-очень мягенькие, гладенькие, плести из них одно удовольствие. Ну и в работе такие трубочки становятся очень хорошие, пластичные, мягкие, и можно делать уже из них всякие разные загибки, они не будут ломаться. И пару слов о тех трубочках, которые еще не окрашены, но которые уже были обработаны вот этим раствором. Хочу показать, что они без проблем окрашиваются той же самой морилкой. Вот у нас обработанная трубочка этим раствором. И давайте возьму для примера необработанную трубочку. Я их пометила. И сейчас окрашу просто морилкой. У меня морилка от цвета палисандр. Итак. Вот эта трубочка у нас обработанная, хорошо окрасилась. И если ее сравнивать с необработанной трубочкой, то в принципе результат на самом деле идентичный. Что эта трубочка хорошо окрасилась и раствор совсем не повлиял на этот процесс, ну, что это, например. Единственное, что вот эта вот обработанная трубочка, она более гладкая становится.
Также эти трубочки обработанные, они очень хорошо себя ведут при покраске колерами, ну и при лакировке. Пару слов хочу сказать еще об одном эксперименте, который проводила. Делала раствор с добавлением уксуса, то есть брала пол-литра воды и чайную ложку уксуса, и этим раствором тоже увлажняла трубочки. Но хочу сказать, они не были столь мягкие и плюшевые, как вот сейчас они получились. И все-таки уксус имеет для меня неприятный специфический запах, хотя который впоследствии, конечно, выветривается, но тем не менее. Пока на данный момент мне вот этот раствор с добавлением бальзама или ополаскивателя нравится больше всего. Буду им пользоваться и дальше. Он меня полностью устраивает в увлажнении трубочек. И вам тоже советую его попробовать. В любом случае, не бойтесь экспериментировать. Если вам понравилось видео и идея, то обязательно ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик рядом, тем самым будете в курсе выхода новых видео. Легкого плетения, вдохновения и отличного настроения. Увидимся очень скоро. Пока-пока!